ребята, смотрите, сколько всего. Я не знаю, как это съесть. Это такой заряд энергии на целый день. Ой, мне будет вкусно. Привет из Турции! Сейчас мы находимся в Авсаларе, на Средиземном море. Решили сделать серию роликов о турецкой еде. Ставьте лайк, если вам это интересно. Утро в Турции нужно начинать с турецкого завтрака. Сейчас иду в кафешку и закажу. Первым делом нужно найти подходящее место. Рестораны в Турции делятся на два типа – туристические и обычные. Если вы видите, что цены в меню указаны в евро, а не в лирах, значит ресторан заточен под туристов. Обычно в таких заведениях цены выше процентов на 30-40, но есть и свои плюсы. Турецкий завтрак в классических ресторанах подают до 12 часов, в туристических местах его могут приготовить даже вечером. Я нашла хорошее местечко в стороне от главной туристической аллеи Авсалара. Геоточку оставлю в описании. Там же пропишу название турецкого завтрака на местном языке, чтобы вы знали, какую позицию искать в меню. На столах везде стоят антисептики. Сюда ходят местные, цены в лирах, это хороший знак. Обычно турецкий завтрак – это большой набор разных закусок и что-то горячее, типа яичницы или какие-нибудь буреки. Сейчас посмотрим, что это будет. Я заказала одну порцию, чтобы показать, какой объем. Когда вы будете брать на двоих, на троих, умножайте все это в объеме на 3. В этом ресторане два вида турецкого завтрака. Маленький за 25 лир и большой за 50. Сейчас увидите, что тут считается маленьким завтраком. Так, несут вдвоем. Это вам не чай с бутербродом. Хорошо, что я люблю плотно позавтракать. Я вижу 6 тарелок, в каждой лежат закуски. Еще поставили кетчуп, майонез, оливковое масло и какой-то соус. Раз хлеб пока не принесли, значит это еще не все. 3 вида сыров, 4 вида сыров, колбаски, жареный лучок, куча овощей, масло, разные джемы, мед. Здесь тоже варенье. 6 видов. Ого! А вот и горяченькое. В состав классического турецкого завтрака всегда входят яйца, вареные, глазунья или турецкий омлет минимен. Мне принесли сразу 2 варианта яиц, а еще жареную картошку и овощи-гриль. Боже мой, ребята, смотрите, сколько всего. Я не знаю, как это съесть. Здесь яичница, вареные яйца, свежие овощи, тушеные, жареные овощи, много видов сыра, колбаса, лучок, варенье, джем, свежий хлеб и король просто баклава. Сейчас будет очень вкусно. Ну что, пора начинать? Вот вам и маленький завтрак. Что было бы, закажи я большой вариант, но я просто обожаю, как готовят в турецких ресторанах, поэтому справлюсь. Баклава в состав турецкого завтрака не входит, мне ее принесли в подарок. Это очень-очень приятно, тем более никогда в жизни не пробовала вот такую баклаву. Пробовала только покупную, а вот ту, которую делают в кафешках, не знаю, как так вышло, не пробовала. Немножко даже волнуюсь. Ну все, пора попробовать. Баклава – это турецкая сладость из поджаренного слоеного теста. Внутри дробленые орешки, а сама она пропитана сладким щербетом. Ни в какое сравнение не идет с тем, что продают в магазинах. Она такая сочная, такая мягкая. Обычно продают сухую и залитую сиропом, просто насквозь пропитанная, сахарная, приторная, неприятно есть. А вот это обалденная, она очень вкусная. Ее можно купить в турецких кондитерских и магазинах восточных сладостей, заказать в кафе или ресторанах. Будете в Турции, обязательно попробуйте вот такую баклаву. Супер вообще! А вы бы справились с таким завтраком в одиночку? Посмотрите, у меня на столе уже опустили почти все тарелочки, остались только сладости. Я скоро лопну, но мне настолько вкусно, что остановиться просто невозможно. Теперь буду пробовать варенье. Вот это вообще, я думаю, мед. Да, и похоже, что это сосновый мед, который очень популярен в Турции. Обязательно его когда-нибудь попробуйте. Он очень-очень интересный, необычный на вкус. Так, тут я не понимаю, какие-то ягодки. Не знаю, похоже на вишню. Это не вишня, не знаю что. Может быть, кизил.
Очень-очень вкусно. Такая легкая кислиночка и сладенькая. Дальше клубничка с огромной ягодой клубники. Очень вкусно. Обожаю клубничное варенье. А это земляничка, кажется. Потому что очень маленькие ягодки. Хотя, может, тоже клубника, просто другого вида. Вообще, надо на булочку намазать. Здесь очень-очень вкусный свежий хлеб и масло. Оно такое слегка солоноватое, очень сливочное. Попозже намажем. Сейчас попробуем. Так, дальше у нас варенье из лепестков роз. И еще вот это непонятно что. Наверное, абрикосик. Не знаю. Сейчас попробуем. Да, это абрикосовое варенье. А вот это, я уже раньше пробовала его. Я просто обожаю варенье из лепестков роз. Нигде больше не видела, только в Турции. Оно очень ароматное, как будто цветочки нюхаешь. И там прям лепесточки. Мне сейчас настолько сладко, я съела уже столько варенья, но я планирую еще парочку бутербродиков вот с этим обязательно хлебушком свеженьким. Он такой с хрустящей корочкой, с маслицем сейчас. Ой, мне будет вкусно. Во время турецкого завтрака возьмите пару раз паузу, чтобы все улеглось, и продолжайте, потому что это невозможно съесть очень быстро. Нужно, наверное, час себе выделить, чтобы все это поглотить. Вы представляете, вот это все одна порция, если бы было две. Если вы отдыхаете в Турции, на все включено, поищите на шведском столе все эти продукты, хотя бы раз соберите себе турецкий завтрак полноценный. Это будет просто незабываемо. А если вы, просто приехали отдыхать там в апартаменты или куда-то, сходите в кафешку, обязательно закажите. В состав турецкого завтрака не входят напитки. Чаек я уже заказала второй отдельно. И еще про цену. Если вы зашли в какую-то кафешку и турецкий завтрак стоит больше, чем 35, наверное, лир, 35 хорошая еще цена, то, скорее всего, это туристическое место. Хорошая цена от 30 до 35, вот так вот примерно. Это будет вот такой же завтрак, как у меня. Это на человека. Но, в принципе, такой можно брать на двоих. Мне кажется, этого хватит. А если не хватит, доберите сладостями. Наполнение не всегда будет именно таким вот, как у меня. Иногда, допустим, вместо яичницы могут принести там как-то по-другому приготовленные яйца с томатами или с чем-то еще. Вместо колбасы могут принести сосисочки, может быть, помните, такие маленькие красненькие из отелей. Сыр могут принести немножко по-другому, иногда там копченый кладут, косичку, что-то такое. Из сладостей иногда кладут нутеллу или арахисовую пасту, вот что-то такое меняют, но в целом обычно это вот именно так. Иногда там еще намазочки какие-нибудь входят на бутерброды или оливки, но мне вот именно такой состав турецкого завтрака очень понравился, потому что было все и жареное, и свежее, и сладкое, просто вообще сказка. Сейчас 11 утра, и я не знаю, когда я в следующий раз захочу есть. После такого завтрака обедать, наверное, нужно вечером. Это такой заряд энергии на целый день. Я очень советую вам взять турецкий завтрак хотя бы раз в жизни. Это очень-очень круто, ребята. Мы планируем сделать целый выпуск о турецкой еде. Подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить это видео. А в комментариях можете накидать нам идей. Возможно, вам интересно посмотреть на какие-то конкретные турецкие блюда. Например, разобраться в видах кебаба или восточных сладостях. До встречи на нашем канале!